Всем здорово! С вами снова Вы92, и это очередной выпуск «Поиска без границ». Я тут шел в одно место, в котором я много монет интересных поднимал, и вообще было много находок, но увидел кое-что интересное и решил сначала зайти туда. Тут недалеко сгоревшее место, травы вообще не осталось, и я думаю, что там могут быть тоже монеты. Давайте проверим это место, но потом уже, если останется время, посмотрим, что будет дальше. Погнали! Не, ну это нереально. Я еще с места не успел отойти, уже первая монета. 5 копеек 61-го. Охренеть. Вот это прикол. Берем, конечно. Свинец. Фольга. Пуля свинцовая. Ходячка рубль, 2009 год. О, рядом с рублем еще монета. 3 копейки 72-го. А тут неплохо. И это я еще даже до места не дошел. Возможно, от фейерверка что-то. Я не уверен. Пробка. Вот еще монетка. 10 копеек 85-го. И еще одна копейка, похоже. Не знаю какой год, неважно. Поздняя. Водочная пробка.
Да, еще одна монета. 15 копеек 61-го. Неплохо. Вот это на пробку похоже. Да, вот она. Фольга. Еще пробочка. Место тоже популярное, вон ямы чужие. Ага, тюбик от чего-то. Заманчиво. Звенит. Но это может быть просто пробка. Ну да. Уже испортился. Но надо все равно проверить. Опа! Не пробка. Солдатик. Вот это да. Давненько я таких не находил. Что, прикольно. Берем. Ну да. Еще рядом сигнал. Что-то такое. 65-66. Мусор. Что-то откопал. О, монетка. Копейка. 81 год. А, 2 рубля. 2007 год. Фольга. И пробка. И еще одна пробка. Да, такого добра здесь хватает. Сразу 2, да ладно. В натуре. Сразу 2 пробки. Ну да. Неплохо. Ага, фольга. Еще одна пробка. Еще пробка. Так, еще одна. И еще одна. Что здесь?
А, понятно. Фольга. На, еще одна. Ну что, первая интересная вещь на сгоревшем месте. Посмотрите. Это рассыпушка. Я еще не знаю, все ли это или нет. Есть у нас 10 копеек и 15 копеек ранние. 46-го десятка и 46-го пятнашка. Вот так вот они и лежали друг на друге. Сейчас я еще проверю место. Давайте сразу это и сделаем. Не-не-не, это все. Но в любом случае прикольно. Берем. Опа, раз. Опа, два. Вот это да. Алюминька. Еще алюминька. Серьезно? Серьезно, это тоже алюминька. Ага, и пробка. Так, где-то там пробка лежит. Вот она. Все. Еще пробка. Тихо. Вот это уже интересно. В принципе, как и ожидалось, находки пошли на выжженном месте. Вот такой вот патрончик выскочил. Такое мы, конечно, не берем. Но здесь есть маркировки. 9 миллиметров и какие-то буквы. По-моему, это не советский патрон. Возможно, ленд-лиз. Но нам такое не надо. Так что оставляем здесь и идем дальше. Очередная находка не заставила себя долго ждать. У нас тут пуговичка советская со звездой, но, к сожалению, не целая. Но все равно эта находка интересная, берем. Еще один ранний советик выскочил. Это 2 копейки 55-го. Неплохо, неплохо, сохран. Бодрый. Отличный, да, я бы даже сказал. Короче, берем. Очередной ранний советик. Вот он лежит. Что это такое? По-моему, 20 копеек. Да, 20 копеек. 48-й год. Ну, неплохо. Еще один ранний советик берем. Стабильный сигнал 95-97 здесь. Обязательно нужно выкопать его в онлайне. Даже если это мусор. Но это не мусор. Я так и знал, что это не мусор. Империя, друзья. Вот это кайф. Давно я империю не поднимал, слушайте. 1910 год. 2 копейки. Николай II. Класс! Вот это класс! Не зря я на это место пришел. А его еще выбивать и выбивать. Да, тут еще много. А нет, это 16-й год. Блин, ну ладно. Тоже неплохо. Берем. Был у меня еще сигнальчик. Думал, пробка, потому что, ну, типично пробочный сигнал был. Однако, смотрите, что выпало. Вот это да. С глубины. 10 копеек 1928. Серебро. Да, не зря я сюда пришел однозначно. Глубоко было. Берем, берем. Очередной сигнал был, между прочим, плохой.
Но я все равно решил копнуть, и не зря. Это десяточка ранняя. Десяточка 55-го года. Нормально, нормально. Вот это я понимаю. Место. Продолжаем. Еще одна монетка. Тоже ранняя. И, кстати, это интересная монетка. Копейка 27-го. В идеальном, как я вижу, сохране. Жаль, не двушка. Но и копейка тоже сойдет. Сохран, главное, хороший. Берем. Снова сигнал 95-96. Где-то вот здесь вот. Сейчас посмотрим, что это. Ну, сигнал очень хороший. Да, сигнал был перспективный, но это всего лишь алюминька. Печально. Приятная неожиданность. Рядом с алюминькой вот здесь выпала монетка. И эта монетка ранее советина. Копейка 31-го. Тоже в идеальном сохране. Ну, хоть что-то. Тоже берем. Ольга. Пробка. Еще пробка. Еще пробка. Алюминиевая проволока. Пробка. Еще алюминиевая проволока. Десять копеек 78-го года. В той же ямке еще сигналы. Или сигнал. Сейчас узнаем. Да, еще есть. А еще одна ранняя копейка попалась. 49-го года на этот раз. Но все равно сохран крутой. И это очень хорошо. Берем. Темнеет уже, однако. А у меня выскочила еще монетка. 15 копеек 52-го. Немного гнутая, но ранняя.
это радует. Пока продолжаем. Ну что, я заканчиваю, уже темно. Еще несколько находок я нашел. Зажигалка интересная. 2 монеты. Копейка 62 и 50 копеек 2003. Несколько пробок и баночный ключ. Неплохо. Посмотрим. Может, еще что-то найду, потому что сейчас я еще буду спускаться, но, скорее всего, это все. Увидимся тогда на обзоре. Все-таки пока спускался, умудрился я еще 2 монеты найти. Это у нас 3 копейки 61 и 5 рублей 98 года. Вот так вот. Неплохо. Теперь уже точно встретимся на обзоре. Ну что, вот он результат нашего горного похода по выжженному месту. Между прочим, вышло очень даже неплохо. Попалась и империя, и серебро, и это очень годно. В общей сложности вышло 36 монет, если я не ошибаюсь, я уже забыл. Хотите, сами считайте. Очень достойный результат с такой маленькой площади, который очень порадовал. Ну и давайте посмотрим самые лучшие находки. В основном, конечно, это все поздние советы и ходячка, но поздние советы в очень хорошем сохране, как можете сами видеть. Чем мне нравятся такие места для поиска, что сохран монет всегда очень хороший. Из интересного попались ранние советы, 20-ка, 15-шки, несколько десяток. И самое интересное из них это вот такая серебрушка. Это 10 копеек 1928 года из серебра 500 пробы. Очень порадовала монетка, не ожидал ее там найти. Люблю такие вещи. Также из интересного попалась 2 копейки 1916 года. Это Российская империя. Сохран, как видите, тоже идеальный. Как я и говорил, очень крутая вещь. Медная монета. Еще из интересных монет попалась вот такая вот монетка. На первый взгляд это всего лишь 1 копейка 1931 года, которая ничего из себя не представляет, но разве что сохраном отличается. Но на самом деле здесь все намного интереснее. Эта монета на самом деле редкая, потому что у нее гладкий гурт. Такие монеты попадаются довольно нечасто, особо больших денег не стоят, но в любом случае это редкая монета, и это очень радует. Гурт не спилен, это понятно, потому что если взять обычную копейку и сравнить ее с копейкой 31, то они абсолютно одинаковые по диаметру. То есть гурт не спилен, а он такой изначально. Вот вам для сравнения обычный гурт и гурт на копейке. Очень зачетная находка. Так же, как обычно, попались всякие пули, от старых до современных. Алюминиевая пуговица, какая-то пряжка. Вот такая вот советская пуговица, но убитая. С этой стороны все сгнило. В самом начале, как вы помните, попался оловянный солдатик. Помню, такие раньше были. Ну и тоже находка нечастая. И на десерт вот такая вот зажигалочка. Смотрится очень красиво, но, к сожалению, не работает. Хотя ее можно заправить. Ну а вот и очередной результат по металлу с горы. Как обычно, снова куча водочных пробок. Люди-свиньи побухали и выкинули. Обычные банки. Разная проволока. Штуки от фейерверков. Свинец. Какая-то латунь. Ну и различные штуки. Еще вот такое количество баночных ключей. По мусору 2 зажигалки, битые бутылки, пробки и фольга. Ничего необычного.